Как выясняется, современная история становится куда интереснее, если ее рассказывают бывшие офицеры госбезопасности. Поэтому продолжаем разбирать открытое письмо полковника КНБ Казахстана Руслана Искакова, где он разоблачает неизвестные подробности кровавых беспорядков 2022 года. Тогда в результате дворцовых интриг президента Токаева по всему Казахстану вспыхнули митинги, перешедшие в погромы. Силовики, потерявшие контроль над ситуацией, были вынуждены обратиться за помощью к авторитету Арману Джумагельдиеву, а сам президент Токаев – к России. К России мы еще вернемся, а вот на том, как силовики в итоге подставили Джумагельдиева, остановимся поподробнее. Мы уже приводили свидетельство Искакова, также сидящего сейчас в тюрьме, о том, что это он попросил Джумагельдиева выйти на площадь Алматы и спасти полицейских от обезумевшей толпы. Как утверждает полковник, сделать ему это приказал замначальника КНБ и племянник Назарбаева Самат Абиш. Дикий Арман вышел на площадь и, несмотря на то, что был избит, увел с нее большую часть толпы. Через Искакова с мольбами взять под охрану своих родителей к Джумагельдиеву обращался и прокурор Алматы Жуйректаев. Дикий Арман сделал и это, выполняя просьбы силовиков и дружинники, Джумагельдиева взяли под охрану местные больницы. Как только восстание было подавлено, начался разбор полетов. Высокопоставленные силовики, в том числе Самат Абиш и Жуйректаев, которые обращались с просьбами к Дикому Арману через Руслана Искакова, от своих слов отказались. В результате крайним стал сам Искаков. Его обвинили в участии организации беспорядков и посадили в СИЗО. По подобным же обвинениям арестовали и Джумагельдиева. Одним из застрельщиков здесь стал министр МВД Казахстана Тургумбаев. Но улик катастрофически не хватало, поэтому при задержании спецназ избил Джумагельдиева до потери сознания, а замначальника городской полиции подбросил ему пистолет. При этом глава МВД Тургумбаев лично дал авторитету добро на въезд. И, кстати, гарантировал, что ему не подбросят оружие. Об этом свидетельствует СМС-переписка между Тургумбаевым и Джумагельдиевым, доступ к которой заблокировала полиция. Джумагельдиев с 2017 года проживал в Турции. Занимался там известными делами и продвигал идеи пантюркизма. Дикий Арман прилетел в Казахстан всего за 2 недели до начала беспорядков. Но, видимо, посадить Армана Джумагельдиева было очень нужно. Причем не только властям Казахстана и лично Токаеву. По информации Руслана Искакова, Джумагельдиева арестовали по звонку из Москвы. Вечером 5 января из России набрали председателю КНБ Масимову, сообщили о вводе войск УДКБ и порекомендовали посадить Армана Дикого. Токаев был приручен, авторитетный, неудобный пантюркист Джумагельдиев и часть руководства КНБ оказались за решеткой, а истинные заказчики виновного бунта остались в своих креслах. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.